Всем привет, привет всем. Я напоминаю вам, что вы на канале PUBG. Здесь мы снимаем обзоры на различные игрушки и гаджеты, которые могут быть интересны вашим детям или вам. И, кстати, поделитесь своим мнением, как вы думаете, почему наш канал называется именно так, PUBG. Какие у вас есть версии, напишите в комментариях. Человеку угадавшему я подарю какой-нибудь ништяк, не знаю, пока, может быть, передам привет в следующем видео или что-нибудь такое, посмотрим. В общем, интересно ваши версии, напишите в комментариях. Сегодня у нас, что у нас сегодня? У нас сегодня распаковка. Очередная посылочка пришла с аукциона Mini Cars. Давайте откроем. На этот раз там было выиграно 3 лота. Кстати, очень удобно. То есть вы можете в одном аукционе выиграть одну машинку, и вам ее отложат, если вы собираетесь выиграть еще что-то. Вот, то есть можно собрать такую посылочку, сэкономить на доставке. Я вот в прошлом видео сетовал, что доставка удорожает и аукцион становится неинтересным. Ну вот 3 лота меня дождались, то есть я там в течение, по-моему, 2 дней выиграл 3 лота. Что же у нас сегодня это такое? Давайте посмотрим. Все, кто подписан на мой телеграм-канал, уже знают, что это такое. Я там вывешивал картиночки. Если нет, подпишитесь. Ссылка будет в описании к этому видео. Так, ну что, традиционная коробочка с логотипом. Открываем. Так, немножко московского картона. В сторону. Так, и что у нас здесь? Первое. Это у нас American Diorama Race Day. Фигурки в масштабе 1 к 64. Я решил дозаказать себе таких фигурок, чтобы немножко разнообразить обзора, потому что предыдущие 6 человечков вам, наверное, уже за 2 года надоели. А это как раз будет тема для каких-нибудь ретро-автомобилей. То есть здесь такие ретро-девчонки, фотограф. В общем, такой вот интересный сет. Вот они как раз здесь стоят около Форда. Вот у нас будет такая распаковка. Как раз это все нам очень пригодится. Распакуем в одном из следующих видео, чтобы не пропустить. Подпишитесь обязательно. Так, откладываем в сторону. Идем дальше. Так, это у нас Afterworld Muscle Trucks. Первый раз держу Afterworld в руках. Вот такая вот отличная машинка. У нас это Chevrolet Silverado, 1983 год, якобы. Так, и что же еще у нас там есть? И это тоже у нас Afterworld. Так, все, в коробочке больше ничего нет. Убираем в сторону. Да, вот этот товарищ шикарен, конечно. Он просто огромный. Это у нас Chevy Silverado 2020 года. Trail Boss версия. Такой вот оранжевый красавец. Ну что, давайте поступим следующим образом. Сейчас, наверное, в этой серии распакуем вот эту машинку. Эту распакуем в одной из следующих роликов. Подпишитесь обязательно, чтобы не пропустить. Вот этих товарищей тоже. И в предыдущем видео я еще обещал распаковку премиума от Hot Wheels. В общем, куча интересного контента. Подписывайтесь, чтобы все это не пропустить. Я понимаю, что ролики выходят у меня довольно редко, но, ребята, как только есть время, я стараюсь записывать, стараюсь распаковывать. И из-за того, что в магазинах Hot Wheels пропал, контента не так много интересного. То есть все это упирается в первую очередь во время монтажа и съемки, в деньги, потому что все это недешево. То есть вот эта посылочка с доставкой вытянула, наверное, порядка 3400 рублей. Это с учетом того, что это все было выиграно на аукционе, и продавец пошел, в общем-то, навстречу. То есть здесь есть некие скидки, скажем так. Все, это откладываем в сторону. Итак, Afterworld Muscle Trucks. Якобы заявлено, что это настоящий 64-й масштаб. Вот эта надпись нам об этом говорит. Давайте вскрывать, чтобы это не было так грустно. Я не знаю, сколько среди моей аудитории фанатов машинок Afterworld. Я понимаю, что все-таки это по цене
приближается, наверное, к премиуму от Hot Wheels, и, может быть, фанатов не так много, уж тем более фанатов американских пикапов. Поэтому давайте сдобрим нашу распаковочку сегодня нашим любимым Hot Wheels. Что у нас здесь сегодня есть? Собственно, у нас есть сегодня Chevy Silverado 83 года. Абсолютно то же самое, что и там. Такая же версия будет, с чем сравнить, скажем так. У нас есть Chevy C10. Это 67 год. Вот такой интересный автомобильчик мы вскроем. И вот давно уже ждет своей участи Chevy 52 года. Что? Ну, давайте тогда пойдем, наверное, по хронологии. И начнем вот с этого. 52 год, Chevy. Эта серия у нас Hot Wheels Flames. Третья машинка из 5. Я буду стараться все очень быстро, потому что ролик иначе затянется. У нас это 5-й месяц 21 года. Серия Flames — это характерная черта этой серии. Это вот такие вот аэрографии с металлическими всполохами. Ну что, давайте не будем затягивать. Откроем. Не знаю, как-то я все-таки питаю какие-то чувства к старым американским автомобилям. Японские, конечно, мне тоже нравятся, какие-то легендарные, но вот американцы, почему-то я, видимо, к ним неровно дышу. Итак, что мы имеем? 2006-2014 год здесь написано. Видимо, кастинг переиздавался несколько раз. 52 год, Chevy, Trademark GM, General Motors. Хромированное дно. Есть детализация дна. Тут какие-то есть все-таки выштамповки небольшие. Матовая машинка серого цвета. Такие вот всполохи, как бы, не знаю, как это сказать, Red Look. Ну, нет, наверное, не Red Look, ну, в общем, стилизованные такие всполохи. Хромированная решетка радиатора. То есть эта машина все-таки, наверное, представляет какую-то затюнингованную какую-то версию, то есть какой-то hot rod. Всполохи на капоте, на крыше. Формованное такое стекло, неплавный переход. Непрокрашенные фары. Такое ощущение, что отсутствует передний бампер, но, наверное, он здесь, в общем-то, не нужен, получается. Хромированные подножки. Там внутри, в самой машинке, нет салона. Я не знаю, вам видно или нет. Там ничего нет. Ни руля, ни сидений. Там ничего нет. Вот. Вот такой вот кузовок. Здесь сзади, ну, вот это, наверное, должны быть фары, но, к сожалению, их нет. Наверное, кто коллекционирует серии Flames, такая машинка должна быть в коллекции. Итак, ставим. Идем по хронологии дальше. Итак, у нас это 67 год, Chevy C10. Серия Hot Wheels Hot Trucks, 4-я машинка из 10. Мне она понравилась цветом и декалями, поэтому я ее взял. Такая приятная очень машинка, что на картинке, что здесь впереди. Здесь разноразмерные колеса, если вы видите. Хром. Такая, в общем, приятная машинка, приятное сочетание цветов. У нас это 4-й месяц 21 года. Открываем. Не буду углубляться в какие-то истории кастингов. Давайте я просто это все, то есть появится где-то или вот здесь на экране, иначе ролик затянется очень долго, а вы не любите длинные ролики. Открываем. Блистер в сторону. Приятный цвет. Вот здесь есть какая-то коцка на окраске. Логотип Chevrolet, логотип Goodyear, разноразмерные колеса, то есть заднее колесо больше, переднее меньше. Хромированные перед вместе с фарами, вместе с логотипом. Такой вот жабо на капоте, или как это называется. С этой стороны все идентично. Хромированное дно в кузове. Здесь есть какой-то бак, видимо, вынесенный.
То есть эта машина тоже имитирует какой-то, ну то есть хот-род какой-то, гоночный транспорт. Здесь есть салон, стекол боковых нет, все видно, там хромированные сиденья. Приятный цвет, приятное сочетание вот белого, синего, голубого, такой он прям на витрине смотрелся отлично, то есть глаз на него сразу упал, поэтому я, в общем-то, его и купил. Что у нас здесь на дне, нам сообщает Mattel. 2013 год, 67 год, Chevy C10, General Motors. И вот здесь, смотрите, есть выштампованный логотип Hot Wheels вот прям на дне. Классный. Очень мне нравится. Прям шикарный цвет. Ставим. Идем дальше. Итак, у нас Chevy Silverado, 83 год. Это тоже Hot Trucks серия. Что значит тоже? Почему тоже? Да, тоже серия Hot Trucks. 7-я машинка из 10, и это у нас 12-й месяц 21 года. Я надеюсь, вам видно. Интересная такая покраска, декали по всему кузову. Открываем. Все эти машинки напоминают об изобилии еще прошлого года, когда в детском мире, в Ашане было полно Hot Wheels. Сейчас, конечно, такого изобилия нет. Где-то даже начинаешь скучать по этому всему. Открываем. Блистер в сторону. Хромированное дно, очень такое дно детализированное, много здесь всего, выхлопная система проработана. 83 год, Chevy Silverado, кастинг якобы 2021 года. Ну, собственно, значит, получается, что он в этом году, в 2021 году и появился. Интересная покраска, вот здесь есть логотип Hot Wheels, я надеюсь, вам видно. Декали через весь кузов, ручек у двери нет, зеркал нет. Здесь в кузове виднеются колеса, то есть машина якобы так посажена, что колеса здесь прям в кузове. Здесь вот есть некий баллон, ну, видимо, имитирующий баллон пневмоподвески. Вот так выглядит передняя часть, все хромированное, фары, капот. С этой стороны все идентично. Колеса, по-моему, одинакового размера. Или мне кажется. По-моему, нет, одинакового размера. Неплохая покраска. Такое хорошее довольно-таки качество для мейна. Сзади ничего не прокрашено. Но у них сзади ни у кого ничего не прокрашено. Собственно, все. Как есть. Вот такая моделька. Собственно, я так понимаю, что это совпадает с нашим следующим автомобильчиком. 1983 год, Chevy Silverado 10 Fleet Sight. На картинке машинка выглядит, в общем-то, шикарно. Значок новый кастинг. Премиум серия. Релиз 3. Version B. В общем, очень много информации для настоящих коллекционеров. Сзади, еще раз говорю, все вот так. Классная карта, мне нравится. Так, ну что, попробуем эту штучку аккуратненько открыть. И, кстати, вот видите, да, то есть машинка вот здесь за счет вот этого выступа карта может нормально стоять по-человечески. В отличие от Hot Wheels. Что же, давайте как-то аккуратненько ее вскроем. Мне прям жалко открывать, так она классно смотрится. Но открываем. Мы же здесь в первую очередь хотим все пощупать и посмотреть более пристально. Так, открываем. Давайте попробуем открыть как-нибудь через нижнюю часть. На аукционе цена ушла там за 1200, по-моему, но аукцион сжалился, и всем нам там, по-моему, 3 игрокам, кто ставил ставки, нам сделали скидочку, и машинка вышла, по-моему, в 1050 рублей.
если я не ошибаюсь. Так, здесь есть дополнительный блистер, подложка. Вот такая вот подложка. Тяжелая машинка. Приятная такая тяжесть. Ну что, Hot Wheels, наверное, такая детализация-то, в общем-то, и не снилась. Даже, наверное, в премиуме нечего даже сравнивать. Но, как бы, мы же сначала отправная точка у нас все-таки Hot Wheels, поэтому будем все время к этому возвращаться. Итак, вот здесь есть логотип, на котором написано Silverado. Колеса резиновые, покрышка вот двигается, покрышка снимается. Такое ретро-сочетание цветов. Хотя ретро, ну, не такой уж это и ретро, если это 83-й год. Зеркал тоже нет. Не знаю, есть ли они в оригинале. Да, на картинке они есть. Хромированные зеркала должны быть, но здесь нет зеркал. Это прям минус. Зато есть стойка. Есть стойка вот это, стекло. Вот так выглядит кузов. Эта машинка повторяет, ну, обычную модель. То есть, если у Hot Wheels это все какие-то хот-роды, то есть какие-то, которые должны мчать по Hot Wheels'овской трассе, то это у нас просто повторяет оригинал. Здесь есть логотип сзади Chevrolet, проработан номер. Номер нам говорит 1983, то есть по году производства. У AutoWorld есть вот такая фишечка. Чпок. Вот так открывается багажничек. Вот здесь прям очень такие приятные зазоры. Очень так все классно сделано. То есть обычно, когда деталь открывающаяся, здесь какие-то страшные зазоры. А здесь прям очень так все красиво сделано. То есть есть фары. Бампер вот этот, он пластиковый, и он такой немножко кривоватый, но, может быть, и у оригинала он такой же кривоватый. Здесь вот, кстати, да, заметьте, то есть вот здесь зазор не меньше, здесь зазор больше, то есть как будто кузов немножко завален назад. Желтый поворотник, передняя часть выглядит вот таким образом. Фары белые, есть логотип, он прокрашенный, есть номер, есть бампер. Все прекрасно. Лобовое стекло. Причем лобовое стекло, то есть если у Hot Wheels оно, скажем так, утопленное туда внутрь, то здесь это лобовое стекло, оно как бы заходит на стойку, смотрится довольно-таки натурально. Опять же, вот такая классная фишечка. Здесь открывается капот, там есть двигатель. Все довольно проработано, очень интересно, классно сделано. Опять же, смотрите на зазоры. То есть все очень аккуратно, классно, прям мне очень нравится. Дворники. Внутри виднеется салон, красный салон в цвет машины. Черный руль. Дно. Очень такое проработанное дно. То есть вот колеса отдельно отдельно в таких направляющих. То есть это все прям так, наверное, как у настоящей машины. Вот здесь есть выштамповка под запасное колесо. Логотип AutoWorld. 04.21.2021 года. Ну вот эта надпись нам гласит. Видимо, дата производства. Здесь есть логотип. Вот здесь есть еще меленько очень какая-то информация. Не знаю, видно вам или нет. Мне невооруженным глазом уже не видно. Что я могу сказать? Вот это мне напоминает советские, когда мы их называли модельки. Ну, то есть вы, наверное, подозреваете, да, что я взрослый мужик, я 82-го года рождения, и вот в моем детстве были такие железные москвичи, там, Жигули. Вот это очень-очень близко к той детализации. Там открывались двери, там открывался капот. Я
Мечтал, наверное, мечтаю сделать обзор на хорошую такую модельку советскую. К сожалению, у меня не сохранились. Вот. Но вот это мне прям очень напоминает вот именно ту советскую детализацию, когда металл, когда хорошая покраска, когда открывающиеся детали, хорошо прокрашено все. Хотя, по-моему, у отечественных моделек там времен СССР там был просто хромированный перед. Но были резиновые колеса. Машинка отлично ехала по любой поверхности. Что по ковру, что по мебели. Оставляла, правда, на мебели царапины. В общем, я прям, поностальгировал. Классная детализация. Мне очень нравится. Пока это, наверное, с точки зрения соотношения деньги и детализация, да, учитывая открывающиеся детали, это пока прям лидер в моем рейтинге. Потому что у Mini GT там, или Inno64 там тоже классная детализация, но там нет открывающихся частей, а здесь прям это прям дополненная реальность, скажем так. Ну что, уже обзор перевалил за 23 минуты, уже смотреть его никто не будет. Давайте покрутим сейчас все машинки на стенде. Посмотрим, как они едут. Шикарный мягкий такой ход. Мне очень нравится. Да, вот прям как советская машинка из детства. Ну что, крутим на стенде. А я буду с вами прощаться. Подписывайтесь. Впереди еще много интересных распаковок. Пишите комментарии. То есть, если вы напишете любой комментарий под видео, YouTube подумает, что это наше видео интересное, а оно, надеюсь, вам интересное, и начнет его продвигать. Потому что последние там 5 видео набирают еле-еле 100 просмотров, и это на самом деле очень печалит, руки опускаются. Мне начинает казаться, что все это вам не интересно, и зря я вообще всем этим занимаюсь. Хотя я, конечно, в большей степени занимаюсь этим для себя. В общем, пишите комментарии. С вами был канал Подкупи. Всем пока.